Вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у нас будет очередной гайковерт из Поднебесной. Ну, приехал он с Озона. Вот в таком вот кейсе. Makita, не Makita. Итак, вскрываем, смотрим комплектацию. И вуаля! Первым делом нас встречает, конечно же, инструкция. Инструкция сугубо на английском языке. Инструкция общая для буквально всего инструмента. Ну и вот здесь на первой странице у нас что-то где-то сказано о гайковерте. А так, видите, и пила, и не пила, и болгарка. Так, в комплектации подарочная пара перчаток. Мелочь, конечно, но приятно. Ну и вот такой вот большущий набор. Вот, я бы сказал, набор для домашнего мастера. У кого, если нет вообще инструмента, гайковерта, дрели, во, пожалуйста, классный набор. Конечно, по качеству всех этих элементов я ничего сказать не могу, так как, сами понимаете, для проверки нужно время. Укомплектовано минимальным набором головок. То есть на 21, 19, 17, то есть все то, что даже 18 есть. Все то, что часто встречается у нас на колесах. Головки хром ванадий. Конечно же, не хром молибден, но вот у меня такой набор головок живет уже не знаю сколько лет. И буквально недавно лопнула как раз таки головка на 21. Сразу лопнула на 19, потом на 21. Ну, то есть, вы сами понимаете, этими головками работаешь максимально работаешь, и вследствие чего они, конечно же, лопаются. Ну, конечно, я работаю не такими малышами-гайковертами, а беру и кручу, одеваю на что-то посерьезнее. Вот. Также имеется набор бит. Здесь есть и вот звездочка Торкс 15 либо 20. Имеются крестовые биты. 3 штуки, да. И 2 биты вот с прямым шлицом. Ну, в хозяйстве, в принципе, я думаю, отличная вещь. Опять же, по качеству не скажу, не знаю. Набор сверел с шестигранным хвостовиком. То есть тоже как бы все есть для того, чтобы что-то где-то просверлить, что-то где-то вкрутить и выкрутить. И, конечно же, гибкий вал. И вот такой вот переходничок. Так, далее едем по набору. Затянется видео. Так, сразу покажу. Имеется набор для крепления головок к шпинделю гайковерта. Ну, то есть штифт и круглая резинка. Как это все дело крепится, я показывал в своих предыдущих видео, кому интересно, смотрите. Ну, а теперь самое интересное. То есть, данный набор, данный инструмент, аккумуляторы заявлены у продавца на 36 вольт. Вот, я ему, честно говоря, написал, говорю, поменяй описание. Говорю, тут не может быть 36 вольт. Но он сказал, что все проверили, 36 вольт. Вот, собственно говоря, я решил все это дело вам и показать. Значит, как мы видим, 36 вольт, 5 ампер-часов аккумулятор. Что мы здесь наблюдаем? То же самое, литий-ион 36 вольт, 5 ампер. Это один аккумулятор. Ну и, конечно же, второй точно такой аккумулятор. Так, зарядное устройство. На зарядном устройстве ни слова не сказано о том, какой же ток заряда оно выдает. Но зато сказано, что оно выдает 36 вольт. И сделано в Японии. Ну, все мы прекрасно понимаем, взрослые люди, что здесь про Японию никакой речи нет. Вот. Так, а еще забыл сказать, есть наплечный либо нашейный ремешок. То есть такими ремнями комплектуются более серьезные гайковерты, которые весят там по 3-4 килограмма. Ну а здесь, видимо, в комплекте, как говорится, положили и положили. Поскольку 36 вольт, давайте-ка мы с вами все это дело сразу проверим. Я вам покажу, что здесь просто ошибка в магазине и не более того. Ну, конечно, ошибка, но это все не страшно. Я думаю, все понимают прекрасно, что площадка под Makita вот такая вот не может быть на 36 вольт. Так, измеряем. И получаем 20,34 вольта. Вот, аккумуляторы приехали заряжены полностью, как бы, да. Но я их дозарядил до конца. Вот немножко уже покрутил, они были 20,5 вольт. Кстати, заряжал я эти аккумуляторы данной зарядкой, поэтому вы сами понимаете, что здесь 18-21 вольт, как и в любом другом инструменте. Так, ну что, давайте поговорим по гайковерту. Вот такой вот гайковертик.
Макита не Макита, как я говорю. Вот его размер, то есть малыш. Гайковерт а-ля, видите, есть внутри у нас шестигранник в квадрате. Квадрат на 1/2, как я говорю, гайковерт а-ля винтоверт а-ля импакт. Вот прекрасный малыш, думаю, будет в хозяйстве незаменимой вещью. Если где-то надо закрутить какой-то глухарь, открутить колесо. Вот. Но единственный, так сказать, вопрос. Смотрите, у нас он заявлен 580 ньютон. Значит, высокая скорость от 0 до 3200 оборотов в минуту. И первая скорость от 0 до 2800 оборотов в минуту. Вот сейчас мы с вами эти обороты промеряем. А вот удары, видите, даже и не прописали. Ну да ладно. Измеряем обороты. Берем голову мою. Вот. И пробуем мерить обороты. Так, сразу показываю скорости. Горит единичка. Это у нас первая скорость. То есть низкая. Переключаем две палки, так сказать. Это вторая скорость высокая. Все, больше ничего здесь нет. Что по реверсу? Переключаем на реверс. Есть постоянная высокая скорость. И нажимаем кнопочку. И скорость с автостопом. Итак, делаем измерение на первой скорости. То есть у нас заявлено 2800. Поехали. Включаем тахометр. Так, чтобы вам было видно, то вечно какие-то блики у меня тут получаются. Погнали. $1800 оборотов. Сколько там надо было? 2800. Видите, на целую 1000 уже здесь как бы и нет. Но я думаю, что все-таки эти этикетки клеят лишь бы откуда. Так, далее. Меряем на второй скорости, на высокой. На высокой 3200 должно быть. Погнали. $2500. Ну, в принципе, чего? Как я и думал. Именно это я и полагал. Что и ожидалось, что тут 3200, конечно же, не будет. Смотрим по сборке. Сборка, я бы сказал, просто изумительно. Никакого облоя. Нигде ничего не цепляется. Ну, просто отлично. Здесь есть шов, пальцем ощущается. Ну, шов и шов. Все это черное прорезинено. В принципе, как везде и как всегда. Ну, опять же, кнопка реверса. Я думаю, вы все знаете. С блокировка посередине. Видите, у нас уже не нажимается. Либо на откручивание, либо на закручивание. Здесь одет прозрачный колпак. Честно скажу, не знаю, для чего это надо. Видимо, для красоты. На колпаке одета еще и резинка. Резинка, по ходу, должна светиться в темноте. Ну и, в принципе, как бы все. Теперь хочу пару слов закинуть, так сказать, о вот этом вот наборе сверел. Смотрите. И смотрите данный переходник. Я все думаю, зачем этот переходник есть здесь в наборе, когда, собственно говоря, у нас и здесь есть шестигранник, да, и то же самое получаем с этим переходником шестигранник. Но, покрутив, я понял, что, смотрите, вставляем, допустим, сверло, пускай это сверло либо бита, и все это дело у нас просто в процессе работы будет вываливаться. То есть ничем не фиксируется, просто вставляется и все. В отличие от данного переходничка. Помимо того, что сам переходник очень плотно садится на квадрат, что я считаю классным, вы видите, еле-еле насовываю. Здесь под пружинкой лежит шарик. И вот здесь нужно применить тоже усилие. Опа! И шарик защелкнулся в шейку. Все, и вот, держу за сверло. Ничего не вываливается, ничего не спадает. То есть вот переходничок является также огромным плюсом. Есть вот такой вот гибкий вал. Кстати, штука в хозяйстве незаменимая. В свое время мне очень нужно было закрутить в неудобном месте саморезы. То есть я делал ступеньки, и самая первая ступенька от пола, ну туда, понимаете, ну никак, ничего не подлазит. Ну я прикупил металлический. Такой бы, кстати, вот тоже подошел бы. Ну и что мы делаем? Сюда это, сюда, допустим, вставляем биту. Нажимаем кнопочку и крутим саморезик. То есть очень классная, удобная штука данный гибкий вал. Опять же, по качеству я не знаю. Я знаю, что они продаются такие отдельно.
Не знаю, что их много буквально людей покупает. Вот отпишитесь, как долго у вас данная штука работает. Здесь же она, видите, есть как бы в комплекте. Есть и отлично. Сейчас делаем контрольное взвешивание нашего агрегата. Надеюсь, вам циферки видны. Итак, полностью в оснастке с аккумулятором. Кило 572 грамма. Без аккумулятора кило 49. И давайте уж аккумуляторы отдельно взвесим. 523 грамма. И данный аккумулятор 522 грамма. Вот, 522, 502. Ну, короче, одинаково. Все одинаково. Делаю разборку. Хотя там уже давно известно, наверное, что как устроено. Но все-таки я решил разобрать и посмотреть, что да как у нас там устроено. Первым делом открутил колокол. Пробуем его снять. Колокол снимается, как мы видим. Все отлично. И мы видим, что у нас внутри смазки от слова нет совсем. То есть обязательно нужно сюда добавить смазки. Обязательно. Попробуем вытянуть редуктор. О, в редукторе уже смазки больше, чем предостаточно. Что, конечно же, не может не радовать. Давайте сделаем небольшое взвешивание. 263 грамма. Колокол 175 грамм. То есть вот такие вот миниатюрные вещи. Давайте саму наковальню. Вот так она выглядит. Имеются канавки под смазку, и они же являются пыледержателями. 78 грамм. То есть практически как элемент 21700. Почти, да? Так, желтая прокладка какая-то. Я не знаю, что это и с чем это. Ага, все, она отваливается. Вот вам прокладочка. Внутри запрессована. Вот я не вижу, не понимаю. Ага. Это какая-то тоже пластиковая втулка внутри. Да, пластик. Ну, это что-то из оперы Капролона. Что-то в этом роде. Ну и вот такая вот просто пластиковая шайба. Гайковерт, как говорится, на минималках. Так. Ну и вот что у нас внутри. Давайте сейчас я опять же разберу, и мы с вами продолжим. Вот, заметил, что два винта есть в крышке. И по ходу эта крышка тоже отделяется. Поэтому один открутил, второй откручиваю. И смотрим, как же здесь у нас устроена крышка. Крышка, я так понимаю, тоже будет являться опорой подшипника, наверное. Смотри, как все сделано, что даже... Да, вот крышка, посадка под подшипник. Ну, а поскольку снялась крышка, то значит отсюда мы можем извлечь сам ротор. Ага, не получается. Не получается пока. Хотя логически оно должно вытянуться. Разбираю дальше. Итак, все раскручено. Пробуем разбирать. Кстати, вот смотрите, здесь написано 18, я так понимаю. Что это значит? 18 вольт. Ну, скорее всего. Или что-то другое. Но я думаю, что это 18 вольт. Площадка-то макитовская. И 36 вольт быть никак не может. Что касаемо корпуса. По корпусу вообще никаких вопросов нет. Прочный, толстый, классный и инструментальный. Вообще вопросов нет. Супер. Ну, то же самое и Хеймердингер, в принципе, и Камоля. Все однотипное. Ну и здесь тоже ничего как бы нового мы с вами не увидели. Все та же контактная площадка под батарею а-ля Makita. Все припаяно нормально. Контроллер. Контроллер в пластиковом корпусе. Номер следующий. Так, вот так, наверное, будет, да? Получается, вроде бы 24-го года, да? Вот кнопочка с управлением скоростями.
Бесщеточный малыш движок, хотя он не такой, в принципе, и маленький. Вот, достаем. Пробую все это разобрать, а не разбирается. Металлическое кольцо, которое прижимает солнечную шестерню. Вот. А здесь, друзья, подшипник. А, нет, пошел. Вот. Идет. Плотно, очень плотно посажен. Что есть большим плюсом. А внутри подшипник и солнечная шестеренка. Больше как бы ничего. И вот наш сам движок. 6 обмоток. Двигатель трехфазный, бесщеточный. Ух ты! Малыш упирается, дай боже. Вот здесь тоже подшипник. Все буквально, видите, не понял, а как-то подшипник в подшипник. А, этот подшипник в корпус, а этот подшипник уже идет сюда, на редуктор. Во, все верно, что-то я уже затупил. Ну и вот выглядит наш ротор. И, соответственно, шестиобмоточный. Очень надеюсь, друзья, медный двигатель. Царапать нигде не хочу. Но, видите, все исполнено, в принципе, на высоте. Для такого малыша. Так, что еще не посмотрели? Наверное, все посмотрели. Вот этот вот молот, который долбит по нашей наковальне. Да, но смазки почему сюда не положили? Вот какой-то, не знаю, вопрос вопросов. Сейчас я немножко смазки сюда мазану. Ну и буду все это дело, конечно же, собирать в кучу. Внутри видно, синяя смазка лежит. Вот такую же смазку я примерно и положу сюда. А здесь уже какая-то была она не то кремовая, не то прозрачная в редукторе. Ну вот как-то так все это дело у нас и выглядит. Все маленькое, миниатюрное. Но все-таки, я думаю, 500 ньютон он не возьмет. Но, опять же, все это требует проверки. Чем мы с вами сейчас пойдем, наверное, и займемся. Вот мой стендик. Значит, в планах что? Зажимаем первую гайку 200, 300, 400 и 500 ньютон. Если все это дело он возьмет, то мы накрутим с вами и 580, как заявлено. Но что-то не подсказывает, что здесь немножко все это дело преувеличено. 200 ньютон установка вверху. Крутим, смотрим. Ньютон. Сейчас сниму и обратно. А, все, и уже все упало. Ключ неудачный. Еще разок. Вот 201 ньютон. Ключ неудачный. Он начинается с 15 ньютон. И поэтому малейший обратный ход. Давайте я вам вот так буду показывать, наверное. 200, сколько у нас там? 7 ньютон. И малейший обратный ход и сбрасываются показания. Вот это большой минус данного ключа. Так, дальше. 300 ньютон. Делаем обнуление. $300 ньютон. Надеюсь, видно. $400 ньютон.
Так, чуть-чуть маленький перебор, 408 ньютон. Надеюсь, видно. Ну и 500 ньютон на закуску попробуем. Посмотрим, что и как получится. 500 ньютон. Ну и вот показания 500 ньютон. Значит, усилие в 500 ньютон я зажимаю вот таким рычагом. То есть отсюда едем и до сюда. То есть здесь порядка 2 метров. Вот на тот случай, чтобы вы не говорили, что я там зажимаю мизинцем, как-то подстраиваю, перестраиваю динамометрический ключ. Вот, то есть все, как говорится, по чесноку. Так, ставим сюда. Все это дело снимаем и пробуем. Опа! Все попадало. Все как положено. Итак, 200, 300, 400, 500. Поехали. «400 ньютон, видите, за секунд 7, наверное, взял. Ну, понятное дело, 500 ньютон он не возьмет. Но 400 ньютон, друзья, согласитесь, что это тоже как бы немалый результат. Ну, давайте попробуем, побьем немножко эту гаечку. Не поддается. Значит, сейчас меняю уже поработавший немножко аккумулятор на совершенно новый, заряженный, и пробуем опять. Не вытягивает. Теперь хочу что сделать? Убрать этот аккумулятор, ставим TPCL 8. Обалдеть. То есть 500 ньютон на 8 данный агрегат вытянул. Больше, друзья, я зажимать не буду. 580 ньютон. Смысла в этом не вижу. Малыш просто удивляет. Просто удивляет. Так, ну теперь хочу сделать следующее. Закрутить на первой малой скорости одну гайку. И на второй скорости вторую. Посмотрим, на скольки ньютонах все это дело у нас пойдет. Итак, первая скорость. Надеюсь, видно. Погнали. Зажимаем. Держим примерно, ну, секунд 10, наверное. Зажимаю 8, кстати. Ну, давайте на 8, ладно. И вторая скорость. Надеюсь, видно. Все. Пробуем, значит, динамо-ключом смотреть, что у нас получится на выходе. Показания сбросили и смотрим.
Первая скорость. «229 ньютон». Вот как бы вам показать, я даже не знаю. Давайте я крутану дальше. Ага, и не видно, да? Вот так, надеюсь, видно. Потому что если я сейчас отпущу, сразу идет сброс. Так. И вторую гаечку. Давайте, наверное, вот так. Ровно 310 ньютон. Вот же ж плохо показывать одному. 310, даже 311, считай, ньютон наш ключик давит. Что не может, в принципе, не радовать. Вот даже так я снял, видите, остались показания. Ага, попробуй покажи теперь эти показания. О, 310,8. 311 ньютон. Отсюда делаем вывод, что аккумуляторы, конечно, здесь не супер высокотоковые, но в принципе брать и работать ими можно. Вот, берет он на хорошем аккумуляторе 500 ньютон. Может быть чуть-чуть там и больше. Ну, то есть заявление в 580 близко к правде. Вы сами все видели, я сам, честно говоря, удивился. Я думал, он больше 300 ньютон не потянет. Давайте еще, ладно, экспериментик один сделаем. На родной батарее стучим по 10 секунд. Только сразу я буду стучать вторую скорость, чтобы нам энергии сохранить. Итак, поехали. И теперь стучим на первой скорости. И теперь проверяем. Так, показания нам, конечно же, сбросить все это дело. И проверяем. Первая скорость 196,5 ньютон. И смотрим вторую скорость. — 325,7 ньютон. Вот какая разница у нас в аккумуляторах. На этом, наверное, мы все это дело и закончим. Понятное дело, что он будет загонять и глухари, и саморезы. Тут проблем вообще я не вижу. Аппаратик меня просто удивил. 580 ньютон заявлено, 500 ньютон берет. Ну да, понятное дело, что немножко откручивать легче, чем закручивать. Но, как бы то ни было, усилие 500 ньютон он взял. Значит, ссылку, кому интересно, оставлю в описании к данному видео. Для Беларуси он, к сожалению, недоступен. На закуску решил показать, вот как данный ключ, малыш, открутит мой колесный болт. Renault Captur. Зажимаю болты усилием 120 ньютон. Ну что, смотрим. Вообще не напрягаясь. Вообще. Удивительно. Удивительно. Давайте еще один болт. Колеса не крутились с сезона. То есть перед переобувкой, это ноябрь месяц. Ух ты. А что ж я не могу сорвать колпачка? Ты смотри. Опа, есть. Еще один болтик. Вообще не напрягается. Ужасно. Ужасно. Я никогда не поверил бы, что данный малыш на такое способен.
Все, народ, всем пока. Всем хорошего весеннего настроения. Ну и до новых видео. Все, кино не будет. Электричество кончилось.